Современный брендинг, что в сфере потребления, что в сфере политики, что там, да, в общественно-политической сфере, является сегодня фактически одним из мощнейших, а в каких-то моментах единственным инструментов, ну, скажем так, если не управления, то формирования и взаимодействие с массовым сознанием, потому что, да, те или иные политические процессы и там, потребительское даже поведение формируется именно благодаря в массовом сознании, как бы, да, которое требует определенного взаимодействия, определенного управления. Вот брендинг эти вопросы решают. Именно поэтому сегодняшняя политическая среда, политическая сфера, так по своим инструментам управления, воздействия, по каким-то технологиям действительно очень похожа на сферу потребления. Кстати, если обращаться к первоисточникам пропаганды политической, к первоисточникам связи с общественностью, с пиаром, с рекламой, в частности, к Эдвард Бернейс, книжка 1927 года «Пропаганда», он, собственно, вот уже в те времена как бы, да, утверждал, что действительно политическая сфера мало чем отличается от рекламной сферы по своим вот именно технологиям, по тем приемам, которые как бы, да, как бы определенный политический субъект оказывает на свою целевую аудиторию, на общественное мнение. Если брать выборы в Казахстане, то действительно политическая структура казахстанских политических брендов, политических партий действительно очень напоминает, ну, если не идентично российскую. Есть так называемая партия власти, есть коммунисты, есть партии, которые себя позиционируют как партии европейского, западного выбора, есть всевозможные маргинальные партии, состоящие из националистов, из, как бы, да, из каких-то радикальных политических течений, которые, в общем, оказываются на периферии политического процесса. Партия власти Казахстана по своей стилистике, ну, с поправкой на там символику, естественно, Казахстана, напоминает партию власти России, в частности, Единую Россию. И вот политическая конструкция, когда партия власти, ее главным таким политическим брендом смысловым является политический лидер, она тоже, в общем, в какой-то степени повторяет российскую вот эту связку Путин, Единая Россия. Хотя здесь следует вот отметить важный отличительный момент, что Россия сделала действительно шаг вперед в этом направлении, и сегодня Владимир Путин, как бы, да, пытается вот создать из Единой России уже некую самостоятельную политическую силу, которая может существовать вне привязки с образом как бы своего лидера, который действительно концентрирует на себе все общественное, да, социальное и политическое доверие. Потому что здесь, естественно, возникает, особенно в условиях, да, современной нестабильности, возникает угроза того, что без политического лидера, как бы, да, такая конструкция вообще не жизнеспособно работать не может. И как бы действительно, если там Назарбаев сегодня, скажем, да, перейдет, ну, условно, в какую-то другую политическую партию, то существование да, Нура, да, можно тоже поставить под сомнение, как и в случае там, да, с Единой Россией. Вот сейчас Россия вот этот вот негативный момент начинает постепенно, достаточно сложно, но все-таки преодолевать. Казахстан пока в этом отношении еще отстает, хотя, ну, объективности ради следует сказать, что все-таки у него своя немножечко, как бы, да, специфика, свои условия, но тем не менее, если брать вот стратегический момент, то Казахстан, вот, и Назарбаев тоже должен сделать следующий шаг по развитию вот именно партии власти как некого самостоятельного субъекта. Что касается других партий, то, ну, большое вообще опасения вызывает существование коммунистической партии как самостоятельного бренда, потому что мы видим, что происходит с коммунистическими партиями на Украине, в Молдавии, они все практически
потеряли уже свою идентичность, и в партии Казахстана тоже, как мы знаем, был определенный раскол, да, вот сейчас в принципе, складывается ситуация, когда вот политический бренд коммунистов Казахстана может быть либо потерян, либо трансформирован в нечто другое. Но это уже вопрос непосредственно да, к Коммунистической партии Казахстана, как они видят как бы, да, дальше свое существование, как они дальше видят как бы, свою деятельность.